Даже сидя дома, можно точно так же, как и во внешней враждебной среде, прекрасно себе что-нибудь расшибить. Давайте в этом ролике мы с вами поговорим о том, как не стать самым травмированным домоседом на районе. А талисман нашего ролика, вот этот тяжелопопый стопер для дверей Альпака, будет оберегать наши мизинцы во время просмотра. На самом деле, самая главная причина травм мизинцев и ног – это узкие проходы. Это не ножки, как ни странно, не углы или плинтуса становятся причиной травм, а именно вот такие вот узкие проходы, которые вынуждают вас приближаться к этим вот агрессивно настроенным ножкам кровати или диваны и ударяться об них мизинцем. Я знаю, что вы мне сейчас скажете, как живут люди в стране, что не все живут в просторных квартирах с широкими проходами, но тем не менее это не отменяет главное правило. В интерьере с просторными проходами риск получить травму меньше. А если вы хотите меньше травм в условиях компактных проходов, то тут уже нужно успокоить свой ум и сказать себе, кто понял жизнь, тот не спешит, и передвигаться по квартире как лебеденок по озеру. На самом деле вы даже не представляете, как сильно эта теснота влияет на наше сознание. Люди привыкли жить в минимально допустимых эргономических значениях. 50 сантиметров, 40 или даже 30 сантиметров иногда делают проходы. И любое отступление от тесного воспринимается ими уже как слишком пустое, неэффективное и незаполненное пространство. И они уже недовольны комфортному проходу в метр. Им хочется туда поставить еще какой-нибудь шкаф или впихнуть кушетку, чтобы место зря не пропадало. Некоторые люди, переезжая из тесной квартиры в более просторное жилье, имеют склонность забирать с собой все вот эти вот неудобные житейские привычки, нарезая из площадей какие-то мини-комнатки и загромождая все проходы мебелью. Людям становится непривычно видеть пустой пол и открытые пространства, но чем уже коридор и проход, тем меньше в нем должно торчать всяких ручек, углов, шкафов, полок или какого-то неприлично сильно торчащего декора. А чтобы при проходе ничего не сносить, не биться мизинцем и не ударяться об торчащие ручки и углы, а чувствовать себя уверенно, просторно и хорошо даже когда вы идете в ночи и без света, то очень желательно делать проходы около метра. Я это говорю сейчас не потому, что всем срочно нужно в хрущевках сносить и раздвигать стены, а для того, чтобы когда вы переезжали в новое жилье, вы не зажимали себя и не боялись простора, потому что привычка жить в тесноте очень сильно вгрызается в мозг и не отпускает долгие-долгие годы. Дальше. Разбить мизинцы мы еще можем о ножки диванов, о ножки кроватей и о различные выступы и углы. И тут фишка вот в чем. Если мы придадим себе ускорение и запустим себя по квартире на полную мощность, словно и не было никакой самоизоляции, как будто бы мы на работу опаздываем, то наш взор начнет округлять габариты окружающих предметов по верхним размерам, а не по той площади, которую мебель занимает по полу. Поэтому, если у вашего дивана или кровати ножки выступают за основной контур, эта мебель будет для вас травмоопасной. То же самое касается подиумов у кровати. Если подиум с матрасом не заподлицо, а выступает, то удар об него ногой будет вопросом времени. Двери, которые открываются неэргономично, без учета траектории перемещений, могут представлять серьезную угрозу для выживания наших носов. На курсе по дизайну при создании планировки я даю проверочное упражнение, где как раз люди по уже созданной планировке прорисовывают пути движения домочадцев. Это необходимо для того, чтобы не ошибиться с открыванием дверей. Еще это, конечно, очень полезное упражнение для определения зон активного визуального потребления и размещения декора, но об этом не сейчас. Открывание дверей определяется с помощью такого упражнения очень быстро. Но если вы начинаете ремонт и не имеете на руках планировочного решения и не делаете подобный анализ траектории перемещения по квартире, то у вас, конечно, могут быть ошибки. Внезапно, как из ниоткуда, может возникнуть конфликт дверей. Дверь может открываться в узкий коридор и сбивать выбегающих на работу домочадцев, которые и без того уже только что в соседней комнате об неправильно выбранный диван оббили мизинец. Дальше. Дверная ручка. Если дверь не открывается на 100-110 градусов, то торчащая из двери ручка может быть травмоопасной, особенно в проходных зонах, где скорость перемещения высокая.
Ведь пробегая мимо нее, можно больно удариться или зацепиться. Поэтому дверь никогда не ставят впритык в угол. Ее отодвигают примерно на 20 сантиметров для того, чтобы красиво встал наличник и для того, чтобы красиво можно было оформить угол плинтусом и сделать вот это аккуратное примыкание, если вы, конечно, используете плинтуса. И что важно, как раз в это пространство при открывании дверей и будет заводиться вот эта вот травмоопасная дверная ручка. В общем, при наличии жалоб на узкие проходы и загроможденные пространства доктора дизайна обычно прописывают раздвижные двери в пенал. Очень хорошее лекарство для профилактики ушибов и сохранения носов. Еще очень часто некоторые ставят стоперы в транзитных зонах, где переплетаются пути домочадцев. Эти торчащие стоперы, если они на полу, во-первых, не дают вашему роботу-пылесосу или вашему будущему роботу-пылесосу высосать пыль и убраться за стопером. Если вы живете в 2020 году и не проектируете интерьер с учетом роботов или будущих роботов, то, наверное, значит, убирать полы, вероятнее всего, ваше любимое занятие, и вы не собираетесь это никому отдавать. А во-вторых, об этот стопер можно эпично расшибить второй мизинец, который еле выжил после встречи с диваном. Есть стоперы, которые очень красиво и удобно тонут в стяжке. Я уже про них рассказывала и даже показывала в своем интерьере. Магнитные стоперы, но их, конечно, нужно планировать заранее, чтобы у вас в месте установки не проходили никакие коммуникации, иначе можно случайно организовать в квартире ничего хорошего не предвещающий фонтанчик. Напольные материалы, конечно же, предпочтительны те, которые крепко впиваются в стяжку, такие как, например, инженерная доска или плитка. Они хороши тем, что их можно стыковать друг с другом без дополнительных нахлобучек и порожков. Иногда вот эти самые нахлобучные порожки так сильно цепляют носки или колготки, царапают ноги и пальцы, что хочется прямо на месте, не отходя от этого порожка, своими совершенно нестроительными пальцами вырвать их с корнем. В интерьере травмоопасными могут быть еще и ступени, и вот в этот момент внутри меня взрывается и шипит маленькая розовая бомбочка для ванны. Дело в том, что согласно нормативам у нас всех с вами, конечно, должна быть ступенька в ванной, чтобы в случае потопа эта ступенька спасла ваших соседей, всех наших соседей и всю страну от наводнения. Но когда эти правила были писаны, никто и знать не знал о том, что в квартире можно будет поставить аквастоп, никто не думал, не гадал, что по квартире будут разъезжать роботы-пылесосы, которым эти ступени будут мешать убираться, и закрывал глаза на то, что любые ступени в доме – это место повышенной опасности. А для людей с ограниченной мобильностью, куда входят и пенсионеры, и инвалиды, и просто временно травмированные люди, это будет дополнительная преграда для входа в ванну. Откровенно говоря, любому человеку вот прям вот чуть-чуть, немножечко лень поднимать ногу на ступеньку, какая бы низкая она ни была. Мы так устроены. Вдобавок, эта ступенька сама по себе может являться причиной травм, а ванная – это очень травмоопасное помещение, не нужно ничего лишнего здесь конструировать. У нас, в принципе, есть некоторые устаревшие нормативы, которые меня, конечно, поражают своим буйным отрицанием прогресса и здравого смысла. К таким, кстати, относятся не только вот эти ступеньки в ванных комнатах и в санузлах, но и, к примеру, строительные душевые трапы. Но об этом, возможно, я как-нибудь потом поговорю. А пока их никто не пересматривает, они есть, и, в общем, каждый думает за себя, что он будет делать с этими устаревшими нормативами. Дальше. Любые подиумы и ступени, которые некоторые придумывают для того, чтобы зонировать пространство, также являются источником опасности. Самое безопасное решение – это один уровень пола по всему дому. В идеальных безопасных интерьерах ковры приклеиваются всегда на двусторонний скотч, чтобы об них не спотыкались. Есть, кстати, вот такая двусторонняя лента, которая продается на Алиэкспрессе, и она, кстати, оказалась очень полезной в хозяйстве. Ей можно не только ковры и коврики к полу приклеивать, но и разные другие штуки делать. Я, например, с помощью нее приклеиваю пульт от телевизора к тренажеру и кисти к мольберту. Она не оставляет следов, даже если ее на окрашенную стену приклеить и потом еще несколько раз ее отклеивать, но здесь главное придерживаться технологий. Верхние кухонные шкафы – это очень травмоопасная история. Во-первых, если эти шкафы закрепить на хлипкие стены, не предусмотрев там закладных, то они могут рухнуть и будет совсем не смешно.
Во-вторых, сами вот эти открывания, они очень опасны. От этих углов надо вечно уворачиваться, как от ударов Мухаммеда Али. Иначе, чуть потеряв бдительность, можно вот так вот готовить блинчики, а потом вдруг увидеть небо в алмазах. Подумайте, как вы готовите, где что храните, куда нагибаетесь, куда отходите и какое открывание под каждый процесс вам подходит. А открываний сейчас на самом деле очень и очень много. Еще можно сделать узкие шкафчики с узкими фасадами, чтобы они не были слишком размашистыми при открывании, или открывались, например, наверх, или вообще откажитесь от верхних шкафов, если у вас есть такая возможность. Об этом решении я уже рассказывала в видео с лайфхаками кухни. С верхними фасадами, да и в принципе вообще с любыми фасадами любых шкафов очень часто бывает такое. Вы дверцу ладошкой толкнули и галочку себе поставили, что дверь закрыта. Но потом вы нагнулись, развернулись, отвернулись, повернулись и вдруг неожиданно встретились с незакрывшимся фасадом шкафа, какой-нибудь очень нужной для вас частью тела. Для минимизации вот таких вот ситуаций на дверце нужно ставить петли с доводчиками, которые будут подтягивать не закрывшиеся до конца фасады. Расскажите в комментариях, как вам доставалось от вашего интерьера. Поделитесь этим видео с тем, чьи мизинцы вы хотите сохранить. Поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!